Всех приветствую на канале CatCode. Одна из самых популярных рубрик канала с дайджестом в формате PHP плюс Laravel возвращается. Как и раньше, посмотрим, что интересного произошло за последний месяц в мире PHP и что новенького придумал Тейлор с командой. Дайджест PHP будет освещать Сергей Пантелеев из команды Романа Пронского, активно участвующий в развитии языка PHP. Попытаюсь в нескольких предложениях представить его. Релиз-менеджер PHP 8.2, мейнтейнер русской документации PHP, трудится над сайтом PHP Foundation, помогает с PHP Annotated, локализовал на русский книгу Symfony 5 The Fast Track, организатор Beer PHP Ярославль. Плюс теперь еще и дайджест PHP будет выпускать, просто машина. Поэтому прошу поддержать Сергея комментарием, лайк само собой, ну и переходим непосредственно к дайджесту. Итак, новости PHP за август и Сергей Пантелеев. Погнали! Привет, меня зовут Сергей Пантелеев, и это выпуск PHP дайджеста на канале CatCode. Давайте посмотрим, что произошло в июле в мире PHP. Последняя бета-версия PHP 8.2.0 вышла по расписанию. Следующая версия релиз кандидат 1 ожидается уже 1 сентября. С подробным списком изменений в PHP 8.2 можно ознакомиться на сайтах PHP Watch и в блоге Брента Руза. Вышли PHP 8.0.22 и PHP 8.1.9 с исправлениями ошибок. Опубликован июльский отчет фонда PHP для спонсоров. Поддержать фонд PHP можно на сайте Open Collective. Июль был богат на релизы. Вышел Composer 2.4. В этой версии добавлен аудит зависимостей для обеспечения безопасности, автодополнение команд, новая команда Composer Bump и множество мелких дополнений. Вышел Deployer 7, инструмент для развертывания приложений, написанный на PHP с поддержкой из коробки популярных фреймворков. Одно из значимых изменений в 7 версии – добавление рецепта Provision, который поможет автоматически настроить любой VPS для запуска вашего PHP-приложения. Он установит веб-сервер, SSL, PHP Redis, Node.js и многое другое. Вышел Conception 5 с поддержкой атрибутов PHP 8, шардингом и другими улучшениями. Вышел Swul 5. В новой версии улучшена система типов, добавлены типы для параметров и возвращаемых значений всех функций, оптимизирована обработка ошибок. В Internals обсудили новый RFC Asymmetric Visibility, нацеленный на PHP 8.3. Ранее Никита Попов предлагал реализовать аксессоры свойств как в C#, но RFC так и не прошел стадию обсуждения. На этот раз Илья Тавила и Ларри Гарфилд предлагают добавить Swift-подобный синтаксис, позволяющий указывать свойствам асимметричную область видимости для операций чтения и записи. Ларри Гарфилд также упомянул, что асимметричная область видимости позволит решить проблему клонирования объектов со свойствами, доступными только для чтения. Рассмотрим небольшой пример. Свойство bar может быть прочитано из общедоступной области видимости, но изменено может быть только из закрытой. Аналогично можно было бы указать для свойства защищенную область видимости. Вышел PHP Storm 2022.2. В этой версии добавлена поддержка Mockery и Rector, улучшена поддержка дженериков и перечислений, улучшенный отладчик, HTTP клиент и многое другое. Команда PHP Storm уже опубликовала план дальнейшей разработки. В сообществе И активно ведется работа над подготовкой пакета валидатора к релизу. В пакете eRequest Model добавили возможность в обработчике использовать атрибуты для получения данных из запроса. В пакете eMiddleware Dispatcher добавлены дружественные исключения и упрощена конфигурация middleware. В пакете eProxy реализована корректная работа с объединениями и пересечениями типов. На этом все по новостям из мира PHP. Переходим к новостям по Laravel. Друзья, прошлый дайджест был только в рамках одного релиза с апдейтом вид. Дайджест же этого месяца несет большее количество релизов. Давайте начнем с апдейта 9.20 и нововведения, которое затрагивает тему авторизации. Те, кто плохо знаком с этой темой в Laravel, предлагаю посмотреть гайд на моем канале. Нововведение же добавляет контроль в политике. И если раньше при неуспешной авторизации мы всегда получали ответ 403 ошибкой, то теперь мы более могущественны в этом вопросе. Давайте взглянем на политику. И сразу видим, что doc-блок изменился. И возвращаемое значение теперь не только boolean, но и новый response объект.
Вот благодаря ему мы можем указать, какой именно статус и сообщение отдавать. Делается это просто. Скажем, здесь я накидал простое условие. Если все хорошо, то мы проходим дальше. Если нет, то вызываем метод deny. И дальше уже можем его немного сконфигурировать и указать с помощью метода withStatus, к примеру, 404 ошибку вместо 403. Согласитесь, такой контроль нам был необходим. Друзья, все еще апдейт 9.20, и у нас Eloquent модель, новый метод Replicate Quietly. Если ранее метод Replicate вызывал event Replicating, то в случае с методом Replicate Quietly, само собой, никаких ивентов дергаться не будет. Кстати, я здесь заметил излюбленный метод Taylor Tab. Если вдруг вы не знаете, что это и как он работает, то обязательно напишите в комментариях, и я сниму небольшой ролик об этом. А мы с вами двигаемся дальше по апдейту 9.20. Появилась новая Blade директива для нашего с вами удобства Required, которая в зависимости от условия добавит HTML элементу атрибут Required. Друзья, мы переходим к релизу 9.21. И с этого релиза начнутся кардинальные нововведения в рамках Artisan команд. И начнем мы с визуальных изменений. Как видите, добавился стиль, и вывод в консоль выглядит крайне приятно. Если вы хотите воспользоваться новым отображением в своих консольных командах, то знайте, что теперь нужно работать от свойства Components и далее уже вызывать один из необходимых вам компонентов для отображения. Круто! Мне определенно так нравится больше. Окей, мы продолжаем серию нововведений в рамках Artisan, и сейчас посмотрим на новую команду About. Давайте я ее сразу выполню. About. Друзья, не пугайтесь, что я не пишу полностью Artisan, я просто добавил alias для своего удобства. Итак, выполнив команду, мы, во-первых, видим новый свежий стиль отображения данных, а также в рамках команды видим всю информацию о конфигурации нашего проекта. Теперь не потребуется лазить по файлам, большинство важной информации будет здесь. Не отходим далеко от терминала и апдейта 9.21 и смотрим на новую Artisan команду Model Show. Давайте выполним Model Show и указываем, какую именно модель будем смотреть. И благодаря этой команде мы видим полную информацию по модели. Какая таблица, какие атрибуты с типами в таблице и кастами, а также отношения. Это добавит удобства в быстром анализе моделей, особенно если они раздуты, и в целом получении мгновенной наглядной информации по этим сущностям. Ну и напоследок по 9.21. Класс по работе с реквестами пополнился методом, который приводит параметр запроса к enum типу. Enum и тут и там, и это хорошо. А также, друзья, в слой JSON Resource добавлен метод whenCounted, чтобы проверить, подгружено ли количество записей посредством метода withCount. Летим дальше к апдейту 9.23. И все еще серия апдейтов Artisan команд. На этот раз команда в угоду нашей с вами лени и удобства. Быстрый переход в документацию. Думаю, теперь мне не придется снимать ролики с пересказом документации, и вы сможете самостоятельно в нее путешествовать. Итак, команда doc. Давайте посмотрим. doc. И пишем, что именно мы ищем в документации. К примеру, мы забыли про то, какие правила валидации существуют, и хотим освежить память в документации. Пишем тему валидация. Выполняем команду и сразу уходим в документацию по этой теме. Отлично, удобно. Мы также можем указать и подраздел. И сразу отправимся к нужному подразделу. А теперь, друзья, внимание для самых ленивых, то есть для всех нас. Мы можем не писать полностью, а указывать всего лишь несколько символов в рамках темы и подраздела. И также отправляться в нужное место в документации. Попробуем не забыть об этой команде. Далеко не разбегаемся от 9.23 и новый метод в Eloquent моделях для удаления записи без вызова событий. Delete Quietly. Ну и также заглядывая в апдейт 9.24, восстановление записи без вызова событий в рамках Soft Deletes.
Идем по 9.24 и снова артисан команды, как и большая часть нашего дайджеста. Сейчас взглянем на команды с информацией по базе данных. Во-первых, DB Show, давайте выполним. И увидим информацию по конфигурации и набору таблиц и самое важное, их размерам. Во-вторых, DB Table, укажем, какую именно таблицу нам нужно посмотреть. И также информация по таблице. Какие колонки с типами, какие индексы. В общем, вся необходимая нам информация. Крайне полезно и удобно. Ну и напоследок DB Monitor, чтобы отследить все коннекты и их статусы. Друзья, ну а завершаем наш дайджест мы релизом 9.25 и новым методом Touch. Нам уже хорошо известен Touch в рамках одной Eloquent записи. Теперь же мы можем вызвать Touch в рамках модели и обновить timestamp поля у всей таблицы. На этом все, друзья. Благодарю всех за лайк, который вы только что поставили. Ну а впереди нас ждет много интересных выпусков, поэтому обязательно подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах на канале CutCode.